Добрый день, уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник учрежден в память о подвиге нашего народа более 4 веков назад, вставшего на защиту независимости Родины. Именно его великая сплоченность, ответственность и долг перед Отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять священное право держаться собственных корней и нравственных опор. И сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России. Верность нашему единству на основе общих духовных ценностей поддерживает Всемирный Русский Народный Собор. Глава этого авторитетного общественного объединения, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, неустанно продвигает идеи диалога и сотрудничества всех конструктивных сил России, русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Сердечно благодарю Его Святейшество за огромный вклад в укрепление единства российской нации и поздравляю с почетным званием лауреата этой премии. Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов: Наталья Сергеевна Вертуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект – международная выставка «Россия». Она стала настоящим событием для миллионов людей и показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны. Развитие этнокультурного многообразия – основа для взаимного уважения и согласия народов России. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» приумножает интерес к истории, географии, традициям регионов нашей большой страны. В этом году лауреатами премии за вклад в укрепление единства российской нации стали его создатели – Анна Вадимовна Габдуллина и Павел Анатольевич Орлов. Также в этом году свое 30-летие отмечает Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. В него входят самые авторитетные религиозные деятели страны, которые ведут огромную созидательную работу. Многим из них сегодня также будут вручены заслуженные государственные награды. Уважаемые коллеги, в России немало преданных друзей. И сегодня, в День народного единства, с нами яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств. Защита и популяризация русской культуры – важное направление усилий итальянского ученого, публициста, общественного деятеля Элизео Бартолаззи. Большой вклад в укрепление культурных, гуманитарных связей с Россией вносит председатель Русского географического общества в Шри-Ланке господин Варасинхе. Углублению дружбы и сотрудничества России и Израиля содействует почетный генеральный консул нашей страны Амин София. А известный пианист и дирижер Юстус Франц многие годы ведет плодотворную деятельность по сближению и взаимному обогащению культур России и Федеративной Республики Германия. Перспективные проекты в области сельского хозяйства реализует в России лидер крупнейшего агрохолдинга Вьетнама госпожа Тхан Хонг. Эти начинания служат обеспечению продовольственной безопасности и углублению стратегического взаимодействия наших стран. Мы признательны всем, кто видит в России надежного партнера и всегда открыты для новых взаимовыгодных контактов, развития многоплановых связей и взаимного обогащения культур. Уважаемые друзья, ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам. Еще раз от души поздравляю вас с Днем народного единства, с присуждением премии президента России и вручением высоких государственных наград. Позвольте еще раз от всего сердца пожелать вам дальнейших успехов. Благодарю вас.
Указом президента Российской Федерации присуждена премия за вклад в укрепление единства российской нации 2023 года и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, главе международной общественной организации «Всемирный русский народный собор». Присуждена премия за вклад в укрепление единства российской нации 2024 года и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации Виртуозовой Наталье Сергеевне, генеральному директору Национального центра «Россия». Дорошенко Павлу Валентиновичу, заместителю генерального директора Национального центра «Россия». Жаричу Алексею Вячеславовичу, заместителю начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Присуждена премия за вклад в укрепление единства российской нации 2025 года и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации Габдуллиной Анне Вадимовне, заместителю директора компании «Открытие. Удмуртская республика». Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, от всей команды Большого этнографического диктанта я хочу сказать огромное спасибо за его столь высокую оценку. За многие века в России сложился уникальный опыт сосуществования народов. И даже, пожалуй, это не совсем верное слово. Сложился опыт дружбы народов. Мы всегда вместе и в горе, и в радости. Вместе противостоим врагу, и вместе отмечаем праздники. Вместе строим города и вместе лепим пельмени на Новый год. И это бесценно. Сохранить и передать следующему поколению эти традиции, это взаимное уважение – очень важная задача. И именно ей и посвящен Большой этнографический диктант. Из него мы узнаем не только уникальные особенности разных народов России, но и как много в нас общего, единого, и глубоко символично, что мы пишем диктант именно в День народного единства. Пользуясь возможностью, я хочу сказать большое спасибо всей команде, которая причастна к проведению этой просветительской акции. Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Федеральное агентство по делам национальности, Ассамблея народов и многие-многие другие. И все мы надеемся, что каждый, кто в эти дни пишет эту акцию, сможет прочувствовать саму суть ее, которая воплощена в девизе этой акции. Народов много, страна одна. Спасибо. Орлову Павлу Анатольевичу, ученому-секретарю архитектурно-этнографического музея-заповедника Лударвай, Удмуртская республика. Указом президента Российской Федерации за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур, наций и народностей, орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени награждены Солженицына Наталья Дмитриевна, президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына.
Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, благодаря за высокую честь я все-таки должна сказать, что свои заслуги перед Отечеством нахожу очень-очень скромными. Если что-то удалось, то лишь потому, что жизнь так повернулась и дала возможность приложить силы к делам полезным и нужным. Вот неделю назад в Москве отмечали 30-летие Дома русского зарубежья. А 50 лет назад судьба поставила меня у истоков, около мечты о преодолении рва, жестокого рва, разделившего соотечественников, живших на родине и ушедших в зарубежье после 1917 года и гражданской войны. Огромное 3-миллионное беженство унесло из России не только рядовых солдат добровольческой армии, но и крупных ученых и художников, цвет и гордость русской мысли и творчества. Александр Исаевич Солженицын жил с мечтой о единении русских сил, и мне посчастливилось много лет помогать ему в устройстве того заветного места в России, того заветного дома, о котором мечтала российская эмиграция, того дома, который работал бы на гражданское согласие, на восстановление связи времен и поколений. Такая работа особенно важна в трудные времена. Сказано же в Евангелии, что царство ли, народ, разделившийся сам в себе, не устоит. И потому каждый, кто работает на преодоление разделения, на обретение единства, работает на благо Отечества. Спасибо. Швыдкой Михаил Ефимович, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, эта высокая награда, видит Бог, она достойна, наверное, кого-то более значительного и важного, потому что результаты деятельности, которой я занимаюсь, существуют благодаря великой русской культуре, культуре всемирно отзывчивой, культуре, которая предъявляет миру высокие образцы гуманизма. И, конечно же, тем людям, которые являются друзьями России и которые являются проводниками русской культуры в мире. И некоторые из них присутствуют в этом зале. И я счастлив, в следующем году мы будем проводить 20-й фестиваль российской культуры в Японии. Я счастлив, что здесь присутствует моя визави, коллега, великая японская актриса Камаки Курихара, которая не побоялась 3 года назад взять на себя груз председательства оргкомитета этого фестиваля. Уверен, что русская культура неотменяема, как неотменяема русская жизнь, как неотменяема Россия, у которой должно быть великое будущее. Благодарю вас. Орденом за доблестный труд награжден муфтий Равиль Гайнуддин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации. Орденом Александра Невского награжден архиепископ Езрас, глава Российской и Новонахичеванской епархии Святой Армянской апостольской православной церкви. Орденом почета награждены Берл Лазар, главный раввин Федерации еврейских общин России.
Многоуважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, огромное спасибо за честь, за внимание. Я понимаю, что эта награда – это всей еврейской общины, всем раввинам, но ровно 25 лет тому назад вы открыли первый еврейский общинный центр. С того момента еврейская община в России развивается как нигде на свете. Это много благодаря вам. Дружба между нами, религиозными лидерами, это также уникальность России. И я горжусь тем, что я живу в этой стране, служу Богу именно здесь. И я понимаю, что все, что было сделано, это мало, нужно делать еще больше. Но весь мир пусть посмотрит, как мы дружим, как мы работаем вместе, как мы помогаем друг другу. Это есть, я думаю, гордостью каждого из нас, и за это мы очень благодарны вам. Спасибо. Риховский Сергей Васильевич, начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, пятидесятников. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, все друзья, для нашей конфессии это великая честь получить из рук президента Российской Федерации эту высокую государственную награду. Я отношу ее не только к себе, но ко всем христианам евангельской веры, протестантам Российской Федерации. Мы трудимся на благо нашего народа, мы вместе в радости и в горести. Мы проходим сложные времена, у нас десятки, наверное, сотни центров реабилитации, где реабилитируются люди, сотни других общественных организаций. Это часть нашего вклада в благосостояние нашего народа. У нас огромные многодетные семьи. Я сам многодетный отец. Для нас важно не только демография Российской Федерации. Важно, чтобы Россия была наполнена людьми, которые любят свою страну и служат своему народу. Мы, наверное, единственная страна, где все религии и конфессии дружат друг с другом. Я очень благодарен его святейшеству, вам, Владимир Владимирович, за эту колоссальную работу администрации президента и всем, кто служит нам, а мы служим России. Спасибо. Митрополит Московский и всея Руси Корнилий, глава Русской Православной Старообрядческой Церкви. Досточтимый Владимир Владимирович, уважаемое высокое собрание, хочу вас поздравить с сегодняшним праздником народного единства, ну а всех христиан с явлением Пресвятой Богородицы Казанской. Свое небольшое выступление хотел бы, поскольку волнуюсь, прочесть. Выражаю вам глубокую благодарность за награду и возможность приносить пользу России, представляя в Совете при Президенте мнение Русской Православной Старообрядческой Церкви по насущным вопросам жизни нашего общества. Весьма важно, что через Совет при Президенте государство слышит голос Церкви, глас народа Божьего, применяет евангельские истины в деле управления страной, и что здоровое традиционное мировоззрение, которое несут обществу старообрядцы, востребовано на государственном уровне. Глас народа – это глас Божий, но все-таки не всегда всякого народа глас, а именно Божьего народа – это и есть глас Божий. И вот судьбоносный указ 809 о сохранении традиций, о начале, может быть, импортозамещения, не того технического, а духовного импортозамещения, который стал происходить. И то, что было, мы на краю, так может, пропасти был духовной, и нас толкали в эту пропасть Запад, и не случайно однокоренное слово «Запад» и «западня». Это символично очень, но, слава Богу, после этого указа мы начали
движение в противоположную сторону. Русское православное старообрядчество – это церковь, чутко отзывающаяся на переживания, беды и чаяния нашего народа, чувствующая настроение, изменения, которые происходят в обществе. Старообрядцы – это в первую очередь русские люди, русские из русских и, можно сказать, православные из православных. Ну и первый, я думаю, старообрядец на Руси – это князь Владимир. Вот яркий пример того, как подобает отстаивать наши ценности, явила собой знаменитая мученица боярня Морозова, ровно 350 лет назад отдавшая свою жизнь за духовные устои. Мы помним картину Сурикова, боярня Морозова, визитная карточка Третьяковской галереи, где мученица, сохраняя вот этот символ вот это двуперстие, которое она принесла, за которое отдала свою жизнь, за веру. Взирая на ее подвиг, староверы самоотверженно хранят воспринятые от предков духовные богатства, стойко противостоят любым попыткам посягнуть на наше достояние. Как в смутные времена Россию спасло единение в православии, так и староверы во все времена проявляют глубокий патриотизм, защищая Родину как обитель истинной веры. И сейчас воины-старообрядцы доблестно сражаются за незыблемость устоев нашей страны. Старообрядческие общины по мере сил помогают на фронте и в тылу. Наша сила в единстве. Когда мы едины, мы непобедимы. Желаю Совету при Президенте дальнейшей плодотворной деятельности. Верю, что работа по сохранению христианских духовно-нравственных ценностей станет надежной опорой для процветания нашего Отечества. Благодарю за внимание. Орденом Дружбы награждены Элизео Бертолази, независимый журналист при Ассоциации иностранной прессы в Италии, председатель итальянского отделения международного движения русофилов. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, я получаю эту награду для всех итальянцев, а их много, кто любит Россию. Я хотел бы посвятить эту награду прежде всего моему отцу, Доменико. Он уже умер, но я уверен, что сегодня он гордился бы мной. Он воспитал меня, прививая мне ценности и достоинства настоящего мужчины. Также я хотел бы посвятить эту награду жителям Донбасса и моему любимому городу Донецку. Я только что публиковал книгу «Конфликт на Украине» глазами итальянского журналиста, в которой я рассказал правду о событиях, которые уже стали историей. Народ Донбасс, народ героев, непобедимый народ. 11 лет войны, и он побеждает. В одной из донецких школ на плакате я прочитал слова, которые выражают их героизм. «Мой город стоит на крови за то, что не встал на колени». Я восхищен патриотизмом, мужеством и достоинством этих людей. Я хотел бы поблагодарить МИД России, посла Российской Федерации в Италии Алексея Парамонова и дипломатический корпус в Риме, Милан, Генуе за поддержку. Также благодарю за поддержку генерального секретаря Международного движения русофилов Николая Малинов и всех моих друзей и коллег из этой организации, которую я имею честь представлять в Италии. Наша миссия – защищать и распространять великую российскую культуру за рубежом. Я понял, судьба привела меня сюда,
в Россию. Именно здесь я нашел смысл своей жизни – защищать правду. Мы не можем решить, в какой момент истории мы родимся, но мы можем решить, как нам жить. Я выбирал жить по правде. Карл Владимир Владимирович, Карл на русском, дорогой, я очень горд получить эту награду именно от вас. Восхищаюсь тем, что вы делаете. От всего сердца, от всей души выражаю вам огромную благодарность. Саман Кумара Ранджит Вирасинхе, генеральный секретарь Общества дружбы Шри-Ланка, Россия, председатель филиала Русского географического общества в Шри-Ланке. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, друзья, мне хотелось бы от всего сердца поблагодарить вас за признание моего вклада и укрепления и расширения отношений между Россией и Шри-Ланкой. Для меня это почетная награда, огромная честь, ответственность и подтверждение правильности выбранного мной жизненного пути. Моя жизнь многие десятилетия была связана с Россией. Именно здесь я получил высшее образование, которое не только стал краеугольным камнем в моей карьере, но и основной моей любви к вашей великой и прекрасной стране. Дипломатические отношения между Россией и Шри-Ланкой были установлены почти 70 лет назад. В все эти годы нашей страны вели конструктивный диалог на политическом, экономическом, военном и культурном уровнях. Наши народы объединяют чувство дружбы, уважения к интересам друг друга. Я хотел бы также отметить, что ваша страна может по правду гордиться огромным вкладом в деле подготовки высококвалифицированных кадров из Шри-Ланки. За минувшие десятилетия советские и российские дипломы об образовании получили более 5000 ланкийцев. В заключение мне хотелось бы упомянуть слова великого русского поэта Федора Ивановича Тучева, который писал, что умом Россию не понять. Я убежден, что Россию проще понять сердцем. Если вы любите Россию, она всегда ответит вам взаимностью. Спасибо. Климко Андрей Станиславович, заместитель председателя Российского совета Древлеправославной Поморской церкви. София Амин Ахмедович, почетный генеральный консул Российской Федерации в Северном административном округе государства Израиль. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, друзья, для меня высочайшая честь сегодня находиться здесь и сегодня получить от вас столь значимую государственную награду – Орден Дружбы. А получить ее с рук президента России – это особая радость и огромная честь. Поэтому прежде всего я бы хотел от всего сердца поблагодарить вас, уважаемый Владимир Ильич, посол России в Израиле Анатолий Дмитриевич Викторов, за столь высокие оценки моих скромных усилий в укреплении связей с Великой Россией. Я приехал с Святой Земли, где проповедовал Иисус Христос, где веками бок о бок
мирно жили христиане, мусульмане и иудеи. И сегодня, в наше неспокойное время, на Востоке с надеждой смотрят на Россию и на ее лидер, который стойко сражается с неонацизмом. Народы Ближнего Востока молятся и верят в Россию, которая, победоносно завершив специальную военную операцию, продолжит играть на Ближнем Востоке роль защитницы православной церкви всех угнетаемых народов, которые страдают от войн и глобальных разрушений. Эту спасательную историческую роль России уже сыграла 80 лет назад, одержав победу в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Евреи и арабы на Ближнем Востоке это, слава Богу, помнят. В современном столь сложном мире именно дружба и сотрудничество создают необходимые доверие для той прочной основы, на которой можно настроить общее будущее, преодолеть разногласия и вместе решать самые амбициозные задачи. Заверяю, и в дальнейшем делайте все, что от меня зависит, во имя укрепления международных, культурных, гуманитарных и деловых связей с Российской Федерацией на благо наших народов. Еще раз сердечно благодарю и за оказанную честь меня. Этот орден, который я сегодня получил, поскольку я четвертое поколение, поддерживаем отношения с Российской Федерацией, с империей России, от прадедушка, который сильно поддержал церковь и императорское общество, буду благодарить всем нашим друзьям, которые мне помогают в Израиле и помогают вести диалог с Россией. Спасибо вам большое. Тхай Хеонг, председатель стратегического совета корпорации TH Group, Социалистическая Республика Вьетнам. Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, не знаю, как описать свои чувства, могу только сказать, что мне очень волнительно и радостно находиться в Кремле, в самом центре Российской Федерации, и ощущать теплоту и радушие, исходящее от вас, уважаемый господин президент, человека, который шаг за шагом возрождает величие милосердной России. Ngài đang từng bước tái thiết lại sự vĩ đại của nước Nga nhân hậu. За свои достижения, которые сегодня отмечены столь высокой наградой, я хочу искренне поблагодарить вас, власти Российской Федерации и руководство тех областей, в которых я реализую свои проекты. Я также хочу выразить признательность Коммунистической партии, руководству и народу Вьетнама за оказываемую поддержку, воспитание во мне качеств добросовестного предпринимателя, героя труда и создание условий для инвестирования в Россию на фоне санкций. Phần thưởng này tôi dự trọn trong tim. Và tôi hứa sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được. Эту награду я сохраню в своем сердце, обязуюсь и впредь развивать достигнутые успехи. Земля будет процветать, а дружба укрепляться. Ученые, фермеры, граждане Вьетнама и России станут друзьями на плодородных полях, и поколение за поколением будут жить в достатке и счастье. Спасибо. Юстус Франц, пианист, дирижер, Федеративная Республика Германия. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, для меня это большая честь, что я могу быть сегодня здесь, и у меня есть
такой важный орден. Целую жизнь я хотел играть русскую музыку и работать для вашей культуры. Конечно, я люблю тоже немецкую музыку, но я помню, что я был в целом мире, чтобы играть симфонии Чайковского и Рахманинова, и это была самая важная вещь для меня. Но одна из самых важных вещей тоже был, когда вы, господин уважаемый президент, говорил в парламенте. Никто в Германии забывает ваша речь там. Это очень важно было. И я помню, и поэтому я уже заканчиваю, что я один раз в Санкт-Петербурге, это может быть 30 лет тому назад, почти, oder 20 лет тому назад, я попробовал говорить по-русски с вами, и вы тогда очень хорошо говорили: господин Франц, почему вы не говорите по-немецки? И это, вы сказали это по-немецки, и я знаю, как вы любите нашу культуру и наш язык. И я очень рад сегодня и благодарю вас, что я могу говорить здесь, и я быть здесь. Большое вам спасибо. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Гончаров Олег Юрьевич, первый заместитель председателя Евразиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Господин президент, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, наверное, это потому, что сегодняшняя награда – историческое событие для всех христиан-адвентистов седьмого дня в России. В следующем году исполняется 140 лет нашего служения в России, и впервые президент России, глава государства, вручает адвентистскому пастору такую высокую государственную награду. Я хочу передать вам благодарность от всех своих братьев и сестер, христиан-адвентистов, и хочу заверить, что эта награда будет огромным стимулом служения, дальнейшего служения ближним в нашей стране, которую мы здесь осуществляем. Большое вам спасибо. Медалью Пушкина награждены Мухаммад Ахмад Аль-Джабер, чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, разрешите поздравить вас с государственным праздником Российской Федерации, Днем народного единства. Господин президент, медаль Пушкина – это большая награда, и я очень рад ее получить.
Она многое значит не только для меня, но и для наших стран. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство Объединенных Арабских Эмиратов, его высочество шейх Мухаммад бин Заид аль-Нахаян за доверие, за оказанное доверие и возможность представлять мою страну в дружественной нам стороне Российской Федерации. Искренне признателен вам, господин президент, за высокую оценку моей дипломатической деятельности в Российской Федерации, а также благодарен правительству и народу Российской Федерации за всестороннюю поддержку. Присужденная мне медали Пушкина – это результат нашей совместной с российскими коллегами и друзьями работы, направленной на укрепление культурных и гуманитарных связей. И мы продолжим такую работу на благо наших стран и народов. Спасибо. Ахмедова Эльмира Рахимовна, председатель секции искусствоведов Творческого союза художников Академии художеств Узбекистана. Медар Бомпоко Бокете, председатель исполнительного совета Свободного университета Киншасы, Демократическая республика Конго. Je remercie infiniment Son Excellence, Monsieur le Président Poutine, à travers lui, tout le peuple russe, de m'avoir honoré de mon vivant. Я бесконечно признательна его превосходительству, господину президенту Владимиру Владимировичу Путину, а также всем россиянам за оказанную мне честь. Не мог представить, что удостоюсь при жизни такой награды. Я хотел бы посвятить эту медаль Свободному университету Киншасы всем тем, кто в нем работает и учится. Также посвящаю ему нашему президенту Феликсу Чисекеди и всему конголезскому народу. Да здравствуют дружественные отношения между народами России и Демократической Республикой Конго. Большое спасибо. Спасибо. Игумения Гавриила, настоятельница Свято-Рождество Богородичного Ставропигиального женского монастыря в городе Гродно, Белорусского экзархата Московского патриархата. Ваше превосходительство, глубокочтимый Владимир Владимирович, Ваше святейшество, святейший патриарх Московский и всея Руси, Кирилл, почтеннейшие судари и сударушки, от всей души позвольте поздравить вас с праздником Казанской иконы Божией Матери и с Днем народного единства. Митрополит Московский Филарет Дроздов говорил, что для того, чтобы быть гражданами Небесного Отечества, нужно в первую очередь быть достойными гражданами земного Отечества. Вы, досточтимый Владимир Владимирович, являетесь не только достойным гражданином земного Отечества Великой России, но Господь благословил вас быть кормчим
государственного корабля, которым вы мудро управляете вот уже четверть века. И этот корабль и всех находящихся в нем ведете к миру, к стабильности, к сохранению Богом благословенных семейных традиций, к укреплению духовно-нравственных начал, к благополучию каждого человека в многомиллионной России, невзирая на всевозможные трудности, санкции временные, скорби, болезни и вражьи козни. Низкий вам поклон, что вы не забываете наше воинство, которое жизнь свою отдает за то, чтобы Русь святая жила. Нижайший вам поклон за заботу о вдовицах, о сиротах, о матерях, чьи сыновья, мужья и отцы жизнь свою отдают за Родину, ибо нет больше той любви, кто отдаст жизнь за други свои. Я искренне благодарю вас за это высокое внимание ко мне простой игумене, по благословению патриарха, возглавляющий древний монастырь XII века в городе Гродно. Это буквально граница Польши и Литвы. Но не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дай славу. И если можно, я бы хотела о личном сказать. О своей маме, почившей. Она была настоящей, великой учительницей русского языка и литературы в городе Саратове, на реке Волге, в 50-е, 60-е годы. Она так любила русский язык, она жила русскостью, что она привила эту любовь к русскому языку не только ученикам и ученицам города Саратова, но когда Родина отправила ее в командировку в Махачкалу, она и там научила людей, детей любить великий русский могучий. К счастью, живы еще ее ученики, которые с благодарностью вспоминают ее и говорят, что мы так влюбились в русский язык, что даже мыслим по-русски, пишем грамотно по-русски, благодаря Галине Константиновне, и передали своим детям, внукам, а кто-то уже и правнукам. Ваше превосходительство, пусть Господь в своей власти времена и лета содержащий умножит и приумножит годы жизни вашей, сохранит вас в добром здравии на многое лето, на радость всем нам и во славу великой православной России с праздником. Простите за многословие. Спасибо. Комаки Курихара, председатель оргкомитета фестиваля российской культуры в Японии. Уважаемый господин президент Владимир Владимирович, для меня большая честь быть удостоенной этой высокой наградой медали Пушкина. Она сверкает, отражая мои чувства и вдохновение, которые я черпала и продолжаю черпать от искусства, балета, кино и театра в России. Искренне благодарю и от всего сердца желаю вечной дружбы между японским и русским народами. Большое спасибо.
Лемешонок Андрей Владимирович, протоиерей, клирик Свято-Елисаветинского женского монастыря Минской епархии Белорусского экзархата Московского патриархата. Дорогой Владимир Владимирович, храни вас Бог. Большое вам спасибо за надежду, которая появилась у наших людей. Надежда на жизнь, на свет. Большое вам спасибо за то, что вы свою жизнь отдали Богу. Это все, что у вас было, вы отдали Богу. И пошли на Голгофу за Христом. Но Голгофа – это не только смерть, это и победа над смертью, это воскресение. И сегодня мы надеемся, что своим внукам и детям мы не передадим землю, обугленную грехом, на которой будет процветать торгашество, все будет продаваться и покупаться, и другие беззакония. Мы надеемся, что мы передадим землю, на которых будут строиться храмы, созидаться святыни, и люди будут жить по тем законам, которые им дал Бог. И поэтому надежда не только нашей Святой Руси, людей, наших родных сестер, Белой, Малой и Великой Руси, но это надежда и на всего мира, всех людей доброй воли, которые смотрят сейчас на нас и молятся за нас, даже и не христиане. Что будет с миром? Ну, действительно, это то, что вы взяли на себя, то есть Бог вам дал, но вы не отказались. И мы молимся за вас. А еще я хочу сказать, может быть, мечтать не вредно, но может быть получится так, что, будучи в Беларуси, в Минске, вы посетите нас, Свято-Елизаветинский монастырь, и мы вместе помолимся и прикоснемся к святыне. Простите меня, пожалуйста, за многословие. Простите. Матвеев Сергей Федорович, артист Государственного академического русского театра драмы имени Горького, Республика Казахстан. Уважаемый Владимир Владимирович, я рад этой награде, высокой государственной награде России, медаль Пушкина. Эта награда ознаменует уважение и достигнутые успехи того коллектива, которого я представляю здесь. Это Государственный академический русский драматический театр имени Максима Горького. Но эта награда для меня лично очень важная, потому что последние годы я работал над созданием моноспектакля наедине с Пушкиным. И поскольку все-таки медаль называется «Медаль Пушкина», то я соприкоснулся с творчеством великого нашего русского поэта в его образах. Скупой, Герман, Мефистофель и Фауст. И мне хотелось бы сейчас особенно, мне кажется, будет уместно прочитать несколько строк, написанных Александром Сергеевичем. «И Бога глаз во мне воззвал,
Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполни с волею своей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. И мне кажется, что эти слова пророческие и сегодня не звучат очень актуально. И заканчивая свое выступление, хочу сказать, что Россотрудничество и Русский драматический театр в Астане, они плотно сотрудничают, делают очень много программ по сближению двух народов. Народа России и народа Казахстана. И это сотрудничество дает очень хорошие плодотворные плоды. Спасибо. Рашад Миран, этнограф, переводчик, общественный деятель Курдского автономного района Республики Ирак. Господин президент, уважаемый Владимир Владимирович, я необыкновенно рад присутствовать сегодня на этом чудесном собрании. Мне очень приятно получить вашу особенную награду, и я горжусь тем, что мои усилия и мой вклад как ученого-этнографа были оценены Российской Федерацией. Между Курдистаном и Российской Федерацией существуют долгие и крепкие связи. И я со своей стороны всегда поддерживал их и подтверждал свою причастность к нашей дружбе. Я надеюсь по-прежнему оставаться на связи с представителями вашего российского консулата и быть полезным в своей историко-этнографической сфере. От себя и от имени моих коллег-курдов, которые говорят и понимают русский, я бы хотел выразить вам нашу просьбу иметь больше русскоязычного литературного материала, книг, свежих журналов и газет, в особенности, что связано с курдами и курдской культурой. Мы хотим не утерять нашей связи с русским языком. Еще раз благодарю от души и по-курдски зор спас. Распоряжением президента Российской Федерации почетной грамотой президента Российской Федерации награждены Аюшеев Дамба Бадмаевич, Пандито Хамбо Лама, глава буддийской традиционной сангхи России. Шейх Уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России. Дорогой Владимир Владимирович, Ваше Святейшество, дорогие соотечественники и очень дорогие друзья нашей великой державы. Я говорю великой державе, она действительно великая, потому что и наши друзья здесь, которые удостоены высокой награды, свидетели этому, и весь мир, который обращает, какова роль сегодня России. Она день ото дня, год от года растет. И поэтому День народного единства не один день,
а всю жизнь, дай Бог, отмечать. Потому что это мечта всех народов. И это повеление Всевышнего Творца, Господа миров. Потому что единство – это такое дорогое и благо, в основе его мир и согласие. Если нет мира и согласия, единства быть не может. А мы вступили после многих год отрицания Бога, 70 с лишним лет, в эпоху единства не только нашей страны, а всего человечества. Во всех конфликтах сейчас явно и ясно видно, кто с Богом, а кто с дьяволом. И наша страна дает в этом огромный пример. Мусульмане нашей отчизны полностью и разумом, и сердцем поддерживают и специальную военную операцию, и вместе, и за его святейшеством, патриархом Кириллом, наши имамы, наши батюшки, и воинам говорят, все вместе, не разделяя их там даже на фронте. Там и невозможно разделить. И это испытание послал нам Всевышний. Мы с первого дня поддержали. Потому что дробить, раздроблять отчизну не позволено никому. Это дар Божий. И там на фронте и батюшек, и имамов наши воины слушают вместе, и покаяние делают, и молитвы вместе делают. И в один голос говорят: Бог один, Родина одна. Единство достичь очень нелегко, но раздробить его и потерять очень даже легко. И сейчас попыток очень много натравить нас опять на этих огромных просторах, противопоставить народы и последователей традиционных конфессий даже. И поэтому и посланник Божий, завершающий миссию всех посланников Божьих, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Мадам янзаху Аллаху бил Корани, янзаху бис султан». Кого Всевышний не исправил Кораном, то есть Священным Писанием, он исправит его султаном, властью. Бог вам помощь на многие-многие лета. И я особенно сердечно присоединяюсь к молитвам игумени и его святейшества на многие лета, чтобы у нас не только день неделя, годы и годы, а эпоха целой была. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Благодарность президента Российской Федерации объявлена Кырганову Альбиру Рифкатовичу, муфтию, главе Духовного собрания мусульман России. Сусайкову Ивану Юрьевичу, раввину, вице-президенту Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России. Уважаемые друзья, коллеги, позвольте мне еще раз поздравить вас с праздником, с Днем народного единства. Конечно, это прежде всего праздник граждан России, и он имеет особое значение, и не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну, а потому что само понятие единства, единения означает не что другое, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности. Вот в чем главный смысл происходящих сегодня событий. И в этом зале присутствуют люди, которые много сделали для решения этой фундаментальной задачи, для сохранения российской государственности. Низкий вам поклон и большое спасибо. Но здесь часто звучали и вопросы, связанные с великой
многонациональной российской культурой. Хотел бы отметить в этой связи, что вот те каналы культурных связей, те импульсы, которые исходят из России, они, безусловно, направлены на то, чтобы создать такую же атмосферу и на международной арене, между народами нашей планеты, которые могли бы объединиться вокруг общих ценностей. И хотел бы в этой связи отметить, что несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, от нас из России будут исходить именно такие импульсы, потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только соседними, но и со всеми народами на земле. И я очень благодарен нашим иностранным друзьям, которые здесь присутствуют, и самим своим присутствием подтверждают веру в то, что именно этого Россия и добивается, и вместе с нами готовы добиваться этой цели. Благодарю вас. Еще раз всех поздравляю с праздником и с наградами, заслуженными наградами, которые сегодня вручены здесь, в Кремле, в сердце российской столицы. Благодарю вас.